Нидерланды планируют передать Киеву 20 истребителей F-16 уже в этом году. В то же время в НАТО говорят, что эти самолеты не станут серебряной пулей и не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Москве назвали Казахстан русофобской марионеткой Запада. Депутаты Госдумы РФ хотят открыть новый фронт. Я вас призываю быть бдительными. Земля погрузится во тьму. В понедельник произойдет полное солнечное затмение. Эти люди смогут увидеть солнечную корону или атмосферу, выглядывающую из-за Луны. Оккупантов свозят в Крым. Новая стратегия от Шойгу. Может ли произойти прорыв обороны? Підготували і порозбивали штурмові підрозділи на такі маленькі групки. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Поэтому лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Город Джанкой в Крыму остается перевалочным пунктом российских оккупантов. В город продолжают привозить новых российских военных для дальнейшей отправки на фронт. Очередную партию для мясных штурмов доставили в эти выходные. Вероятно, чтобы после перебросить новые силы на юг Украины. Украинские партизаны также сообщают, что в госпитале полуострова везут большое количество раненых российских вояк. Що стосується наземних сил ворога, то тут вони дійсно мають потужні складнощі з морально-психологічним станом особового складу і змушені підтягувати нові резерви. Вони останніми днями спробували змінити тактику, підготували і порозбивали штурмові підрозділи на такі маленькі групки і таргановим способом намагаються атакувати з дуже багатьох сторін одночасно маленькими штурмовими групами, але успіху не мають. Кстати, и украинское подполье, и Крымский ресурсный центр сообщают, что в Крыму должна усилиться мобилизация уже в ближайшие недели. Вероятно, что это может быть связано с весенним или же летним наступлением, о котором часто предупреждали военные аналитики України і Запада. Що стосується Криму, то поки що нам план по Криму призову невідомий повністю, але десь в середньому десь 15 тисяч осіб вони намагаються при призов робити до 15 тисяч осіб. Тобто, ми подивимось, ми ще зберемо додаткову інформацію. Тільки в цьому році можна сказати, що вони збільшили вік, тобто з 18 до 30 років. Раніше було до 27, потім вони постійно там намагалися підняти планку. І інша інформація, яка дуже для нас важлива, вона зараз поки що інсайдерська, про те, що в залежності від того, як буде проводитися призов до строкової служби, я поки що не можу чітко сказати, чому такий зв'язок, але з 20 квітня вони планують розпочати мобілізацію, тобто активізувати мобілізацію. Россия угрожает Казахстану. Враждебные речи прозвучали из уст депутатов Госдумы РФ. Первым начал Андрей Луговой. Это тот самый депутат, который совсем недавно предлагал уничтожить Харьков, чтобы изгнать из него всех жителей. Так вот, он выпустил сразу 2 пропагандистских фильма, где сравнивает Казахстан с Украиной, говорит о русофобии, дерусификации, продвижении ЛГБТ-повестки в этой стране и, мол, опять виноваты англосаксы, Запад и далее по списку. Кстати, снялись в этом фильме и некоторые блогеры из самого Казахстана, сыграв на руку Кремля. Казахстан авторитарная страна, поэтому все эти говорящие головы, я думаю, правительство Казахстана и службы безопасности знают, что они работают на Россию, что они продвигают российскую повестку. Поэтому это более тревожно, то, что это происходит под полным пониманием со стороны политического руководства Казахстана. Если этому не препятствует, то здесь серьезно возникает вопрос, не потакает ли российскому режиму режим казахский. Поэтому, видите, у нас здесь
То, что мы наблюдаем, это заставляет нас задуматься о том, есть ли серьезное понимание концепции национальной безопасности у людей, которые сегодня управляют Казахстаном. Еще одно обвинение выдал Гурулев. Сначала он намекнул, что из Казахстана могли запускать дроны, которые в итоге долетели до Елабуги в Татарстане и поразили места сборки дронов-шахедов. А спустя несколько дней после этих обвинений телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовал аудиозапись и утверждает, что это голосовое сообщение с угрозами в адрес Казахстана, которое депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Гурулев отправил коллегам из Комитета Госдумы по обороне. Подлинная ли эта запись, мы проверить, увы, не можем, но предлагаем вам послушать. Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят. Но они будут следующие. Они сейчас В принципе, я думаю, решение уже есть. Сам Гурулев говорит, что он ситуацию с Казахстаном не качает, это делают за него якобы нейросети. В свежезаписанном видео депутат называет Казахстан дружественной страной. Однако говорит это с таким выражением лица, что его слова больше похожи на прямую угрозу. А что вы думаете по поводу оправданий Гурулева? Напишите об этом в комментариях. Друзья мои, добрый день. Сегодня явная попытка на вражеских цепсошных помойных телеграм-каналах раскачать ситуацию от моего имени с нашими друзьями из Республики Казахстан. Но это фейк, это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети поделают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными. Китай помогает России в масштабах, вызывающих беспокойство, предоставляя технологии и материалы. Помощь направлена на производство оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере. Слова о беспокойстве США принадлежат госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену, утверждают авторы Financial Times. Их источники также сообщают, что Блинкен в закрытом разговоре с союзниками призвал действовать. В частности, вести диалог с Китаем, публично выражать обеспокоенность и делать что-то с компаниями, которые явно помогают российскому военно-промышленному комплексу. Интересно, но на этой неделе в Китае с визитом министр финансов США, и она говорит, что Вашингтон добился вместе с Пекином определенного прогресса. Мы ясно дали понять Китаю, что видим, что Россия получает поддержку от товаров, которые китайские фирмы поставляют в Россию. Мы акцентировали внимание на этом важном вопросе. Со своей стороны Китай подчеркнул, что его политика заключается в том, чтобы не оказывать России военную поддержку. Ни один из нас не хочет, чтобы это стало проблемой в наших двусторонних отношениях. Итак, мы работаем вместе. Мы считаем, что добились определенного прогресса. В Чечне тотальный контроль добрался до музыки. Кадыров в силу возраста и из-за болезни не может двигаться слишком быстро, поэтому все музыкальные, вокальные и хореографические произведения не должны быть быстрыми, но при этом и не слишком медленными. Золотая середина от 80 до 116 ударов в минуту. Именно такой темп согласовали с Кадыровым. О нововведениях сообщил так называемый министр культуры республики Муса Дадаев. На этом они не остановились, собираются проверить еще и все музыкальные произведения на соответствие чеченскому менталитету. Правильно ли звучит «Кобзон» по чеченским меркам, не уточняется, но, судя по всему, Кадыров просчитался в другом. Темпу, который он определил, не соответствует гимн России и День Победы Льва Лещенко, пишет «Медуза». Будет ли на такие запреты жесткий ответ и реакция Кремля, не ясно, но мы пристально следим и при надобности вслушиваемся в довольно тихий голос Пескова. Уже завтра произойдет полное солнечное затмение. Первым его увидят жители острова Пенрин в Тихом океане. Дальше тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 километров пролетит по океану, накроет мексиканский берег, через 20 минут пересечет границу Мексики и США, а еще через пару часов, прочертив полосу по всему континенту, уйдет в Атлантический океан. Пик затмения придется на 20 часов 18 минут по Минску и Киеву. И увидят его практически 32 миллиона жителей планеты. Однако стать свидетелями этого явления ни Беларусь, ни Украина, ни Европа не смогут. Судя по данным ученых, следующее такое затмение произойдет только лишь в 2026 году.
Некоторые люди, которые проживают на пути этой тени, смогут увидеть полное солнечное затмение, когда Луна полностью закроет основную часть Солнца. Эти люди смогут увидеть солнечную корону или атмосферу, выглядывающую из-за Луны. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.